Приветствую вас, люди старшего поколения. Обязательно подпишитесь и поставьте свой бесценный лайк. Ваши прожитые годы помогают лучше понимать такие мрачные тайны прошлого, которые мы сегодня открываем для всех. В архивах Петроградской милиции сохранилось одно дело, которое следователи долгие годы прятали от посторонних. Огромная коммунальная квартира стала страшной могилой для 4 человек всего лишь за одну промозглую осень. Здоровые люди уходили из жизни в своих тесных комнатках совершенно внезапно и без малейших следов насилия там. Как тихая женщина смогла превратить советский быт в безжалостное и невидимое оружие своей изощренной мести им? Давайте перенесемся в холодный Ленинград 1934 года и откроем эти пыльные папки. Что вы думаете об этом жестоком времени, уважаемые зрители? Напишите свое мнение в комментариях прямо сегодня. Ленинградская осень 1934 года выдалась на редкость холодной и очень дождливой. В огромной коммунальной квартире на Петроградской стороне проживало тогда 42 человека совершенно разных. Длинный коридор с ободранными обоями напоминал мрачный туннель, где постоянно пахло кислыми щами и сыростью стен. Эта жилплощадь некогда принадлежала богатому купцу, но теперь стала настоящим адом для всех ее новых обитателей. Соседи ненавидели друг друга, писали грязные доносы и постоянно боролись за каждый лишний метр свободного места. Главным в этом страшном месте был управдом Матвей Савельев, человек исключительной жадности и особой жестокости. Он обладал властью выселять людей на улицу и умело пользовался этим для получения личной выгоды в любой ситуации. В самой маленькой и холодной комнатке жила Елизавета Аркадьевна, бывшая дворянка, 52 лет от роду. Ее глаза всегда оставались пустыми и холодными, словно она уже давно умерла где-то глубоко внутри своей души. Управдом Савельев давно положил глаз на ее жилплощадь, желая подселить туда своего дальнего и наглого племянника. Он начал методично выживать тихую женщину, устраивая ей мелкие пакости и настраивая других соседей против нее. Елизавета Аркадьевна молчала, никогда не жаловалась и продолжала изо дня в день чистить общую грязную раковину. Соседи считали ее забитой и слабой, совершенно не подозревая, что за этим фасадом скрывается стальной характер. Однажды поздним вечером управдом Савельев ворвался в ее крошечную комнату с очередным надуманным предупреждением. Он кричал на нее, требуя немедленно освободить помещение, и угрожал милиции за якобы антисоветскую агитацию тут. Женщина не проронила ни единого слова, только спокойно смотрела на его раскрасневшееся и злобное лицо в темноте. Именно в этот момент она окончательно поняла, что государственная система никогда не защитит ее от этих извергов. Она приняла твердое решение очистить свой некогда родной дом от паразитов, используя их собственные слабости. В коммунальной квартире каждый человек находится на виду, и скрыть обычное убийство здесь практически невозможно. Нужны были такие методы, которые выглядели бы как обыденные несчастные случаи на этой запущенной общей кухне. Елизавета Аркадьевна начала очень внимательно наблюдать за привычками своего главного и самого опасного врага. Савельев был грузным мужчиной с гипертонией, который обожал принимать горячие ванны в единственной ванной комнате. Там часто барахлила старая проводка, и жильцы регулярно жаловались на легкие удары током от железного крана воды. Управдом игнорировал все эти жалобы, жалея казенные деньги на вызов квалифицированного и опытного электрика. Тихая дворянка поняла, что именно жадность этого жестокого человека в итоге станет надежным орудием его убийства. В середине октября выдался особенно промозглый день, когда все жильцы прятались по своим натопленным комнатам. Савельев пришел с работы злым и уставшим, сразу направившись в ванную комнату, чтобы хорошенько согреть кости. Елизавета Аркадьевна незаметно проскользнула в темный коридор, пока никто из соседей не вышел из своих дверей. Она точно знала, где находится оголенный провод над ванной, который обычно был прикрыт куском старой изоленты. Используя деревянную швабру, она аккуратно сдвинула этот провод так, чтобы он касался мокрой металлической трубы. Вода стала идеальным проводником,
превратив чугунную ванну в настоящую и невидимую смертельную ловушку для него. Вскоре из-за двери раздался глухой всплеск и тяжелый стон, после чего наступила абсолютная и звенящая тишина. Женщина спокойно вернулась в свою комнату, взяла томик Пушкина и начала медленно читать стихи при тусклом свете. Тело управдома обнаружила скандальная соседка Дарья, когда пошла стирать белье ранним и пасмурным утром среды. Прибывший на место происшествия врач быстро констатировал сердечный приступ, спровоцированный ударом старого тока. Смерть признали досадным несчастным случаем, ведь все знали о проблемах с проводкой и гипертонией этого мужчины. Ни у кого даже мысли не возникло заподозрить слабую старушку в организации такого хитроумного и тихого убийства. Однако санитар морга обратил внимание на лицо мертвеца, искаженное гримасой абсолютного и крайнего удивления. Казалось, в свою самую последнюю секунду он осознал нечто ужасное, но уже не смог ничего исправить или сказать. Первый шаг был сделан идеально, и Елизавета Аркадьевна почувствовала небывалое облегчение глубоко внутри себя. Она поняла самое главное правило этой жестокой игры. Обыденность коммунального быта является ее лучшим щитом. Но в этой огромной квартире оставались и другие люди, чьи постоянные доносы продолжали ломать невинные судьбы. Следующей целью стала молодая активистка Зинаида, которая регулярно писала кляузы на всех подозрительных соседей. Ответ Джемини. Зинаида Пестова работала машинисткой и считала себя самой главной защитницей этой советской морали. Она регулярно писала подробные кляузы на всех соседей, обвиняя их в воровстве и антисоветчине тут. Из-за ее лживых доносов двоих хороших людей уже навсегда увезли в неизвестном направлении чекисты. Эта молодая девушка имела одну очень постыдную тайну, которую тщательно скрывала от всех знакомых. По ночам она прокрадывалась на общую кухню и без зазрения совести воровала чужие продукты из шкафа. Елизавета Аркадьевна давно заметила пропажу своих скромных запасов, но никогда не поднимала скандал. Бывшая дворянка решила использовать эту низменную слабость соседки в качестве ее смертного приговора. В коммунальных квартирах Ленинграда люди часто травились некачественной едой из-за жуткой антисанитарии. Это был идеальный метод для устранения коварной доносчицы без малейших подозрений со стороны милиции. На черном рынке за бесценок продавались старые вздутые банки с домашними консервами сомнительного вида. Елизавета купила банку грибов, зараженную опаснейшим ботулизмом, который убивал человека за пару суток. Токсин в таких старых консервах не имел ни вкуса, ни запаха, что делало его идеальным и тихим оружием. Она переложила отравленные грибы в красивую стеклянную баночку и поставила ее на свою полку в буфете. Рядом специально лежал свежий кусок черного хлеба, чтобы привлечь внимание вечно голодной комсомолки. Как вы считаете, справедливо ли наказывать воров их же собственными пороками? Напишите в комментариях. Ночью раздался тихий скрип половиц, и Зинаида жадно набросилась на оставленные деликатесы в темноте. Девушка съела половину банки, аккуратно закрыла крышку и вернулась в свою тесную и холодную комнату. Утром она ушла на работу совершенно здоровой, но к обеду почувствовала сильную слабость во всем теле. Ботулизм коварен тем, что его первые симптомы очень похожи на самую обычную простуду или переутомление. К вечеру у Зинаиды начало двоиться в глазах, а язык стал непослушным и тяжелым, словно кусок свинца. Она лежала на своей узкой кровати и тщетно пыталась позвать на помощь, но из горла вырывался лишь хрип. Елизавета Аркадьевна спокойно прошла мимо ее приоткрытой двери, даже не взглянув на умирающую соседку. Бывшая интеллигентная женщина не испытывала ни малейшей жалости к человеку, ломавшему чужие судьбы. Лишь на следующее утро соседи обратили внимание, что машинистка не вышла на общую кухню кипятить чай. Когда дверь, наконец, взломали, Зинаида была уже мертва, а ее лицо застыло в маске жуткого удивления.
Врачи скорой помощи констатировали смерть от острой пищевой токсикоинфекции неясного происхождения. В те голодные времена люди ели все подряд, поэтому подобный диагноз ни у кого не вызывал вопросов. Никто из милиционеров не стал проводить тщательное расследование из-за отравившейся советской девушки. Вторая смерть за 1 месяц в одной квартире должна была бы насторожить опытных следователей города. Но в 1934 году люди умирали тысячами, и 2 смерти казались статистикой. Елизавета Аркадьевна сидела в своей маленькой комнатке и медленно расчесывала седые волосы гребнем. Она вспоминала, как Зинаида смеялась, когда уводили арестованного профессора из соседней квартиры. Теперь эта мерзкая доносчица лежала в холодном морге, а ее доносы больше никому не могли навредить. В квартире оставалось еще 2 человека, которые превращали жизнь остальных жильцов в сущий кошмар. Третьим в этом страшном списке был отставной военный снабженец по фамилии Судаков, пьяница и дебошир. Этот здоровый и агрессивный мужчина постоянно избивал свою тихую жену и терроризировал всех соседей. Он мог посреди ночи начать ломать мебель, кричать матерные стихи и бросаться с кулаками на любого. Милиция забирала его в участок, но через пару дней он возвращался злым и продолжал свои издевательства. Елизавета Аркадьевна прекрасно понимала, что с этим физически крепким зверем придется действовать иначе. Судаков не воровал еду и не принимал горячие ванны, он только пил дешевую водку огромными порциями. Тихая дворянка начала внимательно изучать алкогольные привычки своего буйного и неадекватного соседа. Она заметила, что после сильных запоев он всегда выпивал кувшин холодной воды прямо из-под грязного крана. У него была маниакальная привычка всегда ставить этот стеклянный кувшин на подоконник в конце коридора. Зимой из старых окон сильно дуло, и вода в кувшине быстро становилась ледяной, почти замерзая до дна. Пьяный организм, разгоряченный водкой, подвергался огромному стрессу при употреблении ледяной жидкости. Женщина вспомнила медицинские справочники покойного мужа, где описывался рефлекторный спазм сосудов. Если добавить в эту ледяную воду определенные вещества, сердце старого пьяницы просто не выдержит шока. Вы когда-нибудь встречали людей, которые сами роют себе могилу своими вредными привычками по жизни? Ей нужен был не яд, который оставит следы, а вещество, вызывающее резкое повышение кровяного давления. В старой аптечке она нашла экстракт красавки, который раньше применяли для расширения зрачков глаз. Это простое лекарство в сочетании с ледяной водой и тяжелым похмельем могло стать смертельным ударом. Судаков ушел в очередной длительный запой в начале ноября, когда улица Ленинграда засыпалась снегом. Он кричал на жену, швырял пустые бутылки в стену и обещал перерезать горло каждому жильцу квартиры. Елизавета Аркадьевна ждала поздней ночи, сидя в своем кресле и слушая пьяные вопли за тонкой стеной. Когда крики, наконец, стихли и сменились тяжелым храпом, она тихо вышла в пустой и темный коридор. Кувшин Судакова привычно стоял на продуваемом подоконнике, покрываясь мелкими каплями конденсата. Женщина достала флакон с экстрактом красавки и щедро вылила его содержимое в ледяную питьевую воду. Лекарство не изменило ни цвета, ни запаха воды, растворившись в ней без малейшего подозрительного следа. Теперь оставалось только ждать, когда измученный алкоголем организм потребует спасительной влаги утром. Она вернулась в комнату, легла в кровать и спокойно уснула, не испытывая ни капли угрызений совести. В 5 часов утра раздались тяжелые шаги Судакова, который вышел в коридор в поисках холодной воды. Елизавета Аркадьевна открыла глаза и стала внимательно вслушиваться в звуки за хлипкой дверью комнаты. Она услышала, как он жадно пьет прямо из кувшина, давясь ледяной жидкостью в приступе жуткой жажды. Затем раздался звон разбитого стекла, тяжелый вздох и страшный грохот падающего на пол грузного тела. Экстракт красавки резко сузил сосуды, а ледяная вода вызвала фатальный спазм ослабленного сердца. Обширный инфаркт миокарда
настиг дебошира прямо в холодном коридоре этой проклятой всеми квартиры. Судаков лежал на спине, широко раскрыв рот, а в его мутных глазах застыло знакомое крайнее удивление. Он до самой последней секунды не мог поверить, что его сильный организм сдался от обычного глотка воды. Жена Судакова выбежала на шум и начала истошно кричать, перебудив абсолютно всех остальных соседей. Прибывший участковый брезгливо осмотрел тело пьяницы и сразу записал в протокол естественную смерть. 3 трупа за 1,5 месяца в одной коммуналке наконец привлекли внимание уголовного розыска города. Молодой следователь по фамилии Хрулев получил это странное дело и начал опрашивать всех жильцов. Он сразу обратил внимание, что все 3 жертвы имели очень плохую репутацию и множество врагов здесь. Однако официальные медицинские заключения ясно указывали на несчастный случай, болезнь и сердечный приступ. Хрулев был очень умным парнем и не верил в случайности, особенно когда умирали такие агрессивные люди. Следователь постучал в дверь Елизаветы Аркадьевны, желая узнать мнение этой тихой пожилой женщины. Дворянка встретила его абсолютно спокойно, предложив выпить чашечку горячего чая в ее тесной каморке. Она рассказала ему о постоянных пьянках Судакова и воровстве Зинаиды, не скрывая своего отвращения. Хрулев внимательно слушал ее правильную речь и пытался уловить хоть каплю страха или нервозности. Но женщина вела себя так уверенно, словно находилась на светском приеме, а не на милицейском допросе. Следователь вышел из ее комнаты в глубокой задумчивости, не найдя ни единой зацепки для обвинений. Как вы думаете, сможет ли умный сыщик распутать этот идеальный клубок смертей? Пишите ваше мнение. Тем временем в квартире оставалась последняя цель, которая пугала остальных жильцов больше смерти. Это был бывший сотрудник тюремной охраны по фамилии Волгин, человек невероятной жестокости и силы. Он знал о прошлом Елизаветы Аркадьевны и постоянно угрожал отправить ее в лагеря за происхождение. Волгин не пил ледяную воду и не ел чужую еду. Он всегда был крайне осторожен и никому не доверял тут. Убить такого подозрительного зверя было невероятно сложной задачей для одинокой и слабой пенсионерки. Но она уже запустила этот маховик правосудия и не собиралась останавливаться на достигнутом результате. Система не оставила ей выбора, превратив образованную женщину в хладнокровного и безжалостного палача. Впереди была самая главная битва за выживание в этих гнилых и пропахших смертью ленинградских стенах. Бывший тюремный надзиратель Волгин всегда отличался невероятной подозрительностью и звериным чутьем. Он никогда не оставлял свою темную комнату открытой даже на минуту, вешая на дверь тяжелый амбарный замок. Этот крайне жестокий человек привык никому не доверять в жизни, постоянно ожидая подлого удара от соседей. Елизавета Аркадьевна отлично понимала, что классические методы с отравой здесь совершенно не сработают. Ей нужно было хитро заставить его совершить непоправимую ошибку своими собственными руками в порыве гнева. Бывшая петербургская дворянка начала внимательно изучать ночной распорядок этого крайне опасного мужчины. Волгин сильно страдал от тяжелой формы бессонницы, просиживая долгие часы у окна с зажженной папиросой тут. Каждый поздний вечер он тщательно и долго чистил свой табельный револьвер, держа его заряженным на столе. В этой старой ленинградской квартире были очень тонкие стены, через которые хорошо слышался каждый шорох. Пожилая женщина заметила одну крайне интересную деталь в поведении этого вечно настороженного соседа ночью. Когда за тонкой стеной начинали громко скрестись крысы, он приходил в состояние неконтролируемого бешенства. Он хватал тяжелый ботинок и с дикой силой швырял его в стену, выкрикивая страшные проклятия в темноту ночи. Именно эта неконтролируемая вспышка агрессии стала фундаментом для ее нового и абсолютно гениального плана. На общей кухне в глубоком шкафу хранился старый бутыль с керосином, который жильцы использовали для примуса. Рядом стояли большие деревянные ящики со старыми газетами
и разным сухим мусором, готовым вспыхнуть, как порох. Комната Волгина располагалась в самом конце узкого коридора, образуя настоящий и безвыходный тупик для него. Если в этом самом месте начнется сильный пожар, пути к спасительному выходу будут полностью отрезаны огнем. Замечали ли вы, уважаемые зрители, как часто сильный гнев полностью отключает инстинкт самосохранения людей? Напишите в комментариях свои истории, когда излишняя горячность приводила к очень плачевным последствиям тут. Елизавета Аркадьевна потратила несколько дней на подготовку своей самой изощренной и жестокой ловушки в доме. Она дождалась особенно холодной и ветреной ночи, когда все остальные жильцы крепко спали под одеялами в тиши. Тихо выскользнув в темный коридор, она щедро разлила пахучий керосин прямо под деревянной дверью надзирателя. Жидкость медленно просочилась в щели сухих досок, создавая невидимую, но крайне взрывоопасную дорожку смерти. Затем женщина взяла длинную металлическую спицу и начала методично скрести ей по тонкой стене около плинтуса. Звук получался невероятно противным и громким, в точности имитируя возню огромной и жирной подвальной крысы. Волгин моментально проснулся и тяжело заворочился на своей скрипучей кровати, тяжело и очень злобно матерясь. Елизавета Аркадьевна продолжала мерзко скрести металлом по дереву, заставляя его нервы натянуться до предела. Внезапно дверь с грохотом распахнулась, и разъяренный мужчина выскочил в коридор с зажженной спичкой в руке. Он хотел осветить темный угол, чтобы найти эту проклятую крысу и размозжить ей голову своим тяжелым сапогом. Ослепленный дикой яростью, он совершенно не почувствовал резкого запаха разлитого по всему полу едкого керосина. Горящая спичка выпала из его дрожащих от гнева пальцев и мгновенно воспламенила подготовленную лужу жидкости. Пламя вспыхнуло с оглушительным ревом, моментально перекинувшись на сухие обои и старые деревянные перекрытия. Волгин в ужасе отшатнулся назад в свою комнату, но стена огня уже полностью заблокировала ему выход в коридор. Елизавета Аркадьевна стояла в безопасной тени и абсолютно спокойно наблюдала за мечущимся в панике садистом. Бывший тюремщик истошно кричал и звал на помощь, тщетно пытаясь сбить ревущее пламя своим шерстяным одеялом. Огонь быстро добрался до его стола, где лежал тот самый заряженный револьвер с полным барабаном острых патронов. От сильного жара патроны начали хаотично взрываться, превращая комнату в настоящую камеру смертельных пыток. Одна из шальных пуль срикошетила от каменной кладки стены и попала прямо в ногу обезумевшего от страха палача. Он упал на горящий пол, жадно глотая едкий дым и осознавая всю безнадежность своего кошмарного положения здесь. Соседи проснулись от шума выстрелов и запаха гари, подняв невероятную панику в огромной ленинградской квартире. Вызванные пожарные расчеты прибыли слишком поздно, сумев лишь потушить обгоревшие остатки дальней комнаты дома. Тело Волгина обгорело до неузнаваемости, но эксперты быстро установили причину смерти от удушья и потери крови. Милиция списала трагедию на неосторожное обращение с огнем и случайный взрыв боеприпасов в пьяном угаре тогда. 4 смерти в одной квартире за 2 месяца стали абсолютной сенсацией для ленинградского уголовного розыска. Следователь Хрулев вновь сидел в тесной каморке Елизаветы Аркадьевны, пристально глядя в ее холодные серые глаза. Он понимал, что эта хрупкая старушка каким-то невероятным образом причастна ко всем этим несчастным случаям тут. Но у него не было ни единого материального доказательства, способного отправить ее под расстрельную статью суда. Все жертвы сами создали условия для своей гибели, а хитрая дворянка лишь слегка подтолкнула их в глубокую бездну. Она сидела в своем старом кресле и зашивала порванный чулок, не выражая никаких эмоций по поводу жуткого пожара. Скажите честно, товарищ следователь, разве воздух в нашей квартире не стал значительно чище после этих трагедий? Это была ее единственная фраза, которая навсегда врезалась в память молодого и неопытного сыщика Хрулева тогда. Система породила настоящих монстров, которые уничтожали невинных людей
прикрываясь высокими лозунгами партии. Но эта тихая женщина доказала, что даже в самых страшных условиях можно найти изощренное оружие для мести врагам. Обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте свой лайк, если вам понравилась эта мрачная история из прошлого. Напишите в комментариях, считаете ли вы действия этой женщины справедливым возмездием или хладнокровным убийством. Следователь Хрулев вернулся в свой холодный кабинет на Литейном проспекте глубокой и невероятно мрачной ночью. Он бросил на стол серую папку с материалами дела об этих 4 странных смертях в одной коммунальной квартире. Молодой сыщик абсолютно отказывался верить в столь поразительную череду трагических и нелепых случайностей. Все погибшие люди были крайне неприятными личностями, которые активно портили кровь остальным несчастным жильцам. И в самом центре этого кровавого водоворота находилась тихая и совершенно незаметная старушка дворянских кровей. Хрулев налил себе крепкого остывшего чая из старого чайника и начал внимательно изучать биографию этой женщины. Елизавета Аркадьевна Оболенская родилась в 1882 году в семье известного врача. До пролетарской революции она получила блестящее классическое образование в закрытом пансионе для благородных девиц. Ее родной муж был выдающимся профессором химии, который трагически погиб во время страшного красного террора тогда. Именно этот факт биографии заставил молодого следователя напрячься и по-новому взглянуть на все эти странные смерти. Жена гениального химика и талантливого врача вполне могла обладать глубокими и весьма специфическими знаниями. Экстракт красавки в ледяной воде и токсин ботулизма в старых грибах требовали идеального понимания дозировок. Неопытный человек просто не смог бы рассчитать все так филигранно, чтобы совершенно не оставить никаких улик. Хрулев принял твердое решение установить за Елизаветой Аркадьевной круглосуточное и негласное наблюдение везде. Он отправил 2 самых надежных оперативников дежурить в грязном подъезде этого мрачного ленинградского дома. Сыщики должны были фиксировать каждый шаг этой подозрительной пенсионерки и всех ее немногочисленных гостей. Однако хитрая дворянка словно почувствовала слежку и начала вести себя как самая обычная советская гражданка. Она исправно ходила в ближайший продуктовый магазин за хлебом и часами стояла в длинных очередях за крупой. По вечерам она тихо сидела в своей тесной каморке, читая старые книги при тусклом свете керосиновой лампы. Никаких подозрительных встреч, никаких тайных разговоров или приобретения опасных химических веществ на рынке. Оперативники начали откровенно скучать на своем холодном посту, жалуясь на бессмысленную трату казенного времени. Но Хрулев был непреклонен, требуя продолжать скрытое наблюдение за квартирой до появления хоть малейшей зацепки. Тем временем жизнь в огромной коммунальной квартире постепенно начала возвращаться в свое нормальное русло покоя. После гибели главных мучителей остальные запуганные соседи вздохнули с огромным облегчением и скрытой радостью. Люди перестали громко ругаться на тесной кухне и больше не писали подлых доносов друг на друга в органы власти. Елизавета Аркадьевна продолжала незаметно скользить по длинному коридору, словно бесплотный и холодный призрак. Она добилась своей главной цели, очистив этот старый петербургский дом от самой зловонной и агрессивной грязи. Но дворянка прекрасно понимала, что молодой и амбициозный сыщик Хрулев никогда не оставит ее в полном покое здесь. Она замечала окурки, оставленные топтунами на лестничной клетке, и видела их внимательные взгляды на улице днем. Бывшая интеллигентная дама решила сыграть с государственным следователем в опасную и очень тонкую игру умов. В середине морозного декабря она сама пришла в холодное здание милиции и вежливо попросила приема у Хрулева. Следователь был крайне удивлен таким смелым визитом и немедленно пригласил ее в свой прокуренный тесный кабинет. Женщина аккуратно присела на жесткий стул и посмотрела ему прямо в глаза своим фирменным ледяным взглядом тут. «Товарищ следователь, ваши молодые люди сильно мерзнут в нашем темном подъезде уже 2-ю неделю подряд зимой.
Если вы хотите найти опасного преступника, вам стоит искать его среди живых врагов народа, а не больных старух. Кролев нервно усмехнулся и достал из ящика стола толстую папку с собранными материалами на ее покойного мужа. Ваш супруг был выдающимся ученым, Елизавета Аркадьевна, и вы явно переняли у него множество полезных навыков. Вы прекрасно разбираетесь в химии и ядах, что делает вас идеальным кандидатом на роль неуловимого мстителя тут. Дворянка ничуть не смутилась и лишь слегка поправила свой старенький шерстяной платок на худых и слабых плечах. Знания не являются прямым доказательством вины в суде, молодой человек. Вам нужны реальные факты и мотивы дел. А мотивы этих смертей были у половины нашего огромного города, уставшего от постоянного страха и жуткой боли. Разве я виновата в том, что все эти жестокие садисты сами загнали себя в смертельные ловушки своих страшных пороков? Следователь тяжело вздохнул, понимая абсолютную правоту этой железной женщины с пугающе спокойным, ровным голосом. У него действительно не было никаких зацепок, способных убедить строгого прокурора подписать ордер на арест. Все свидетели в один голос утверждали, что Елизавета Аркадьевна даже не приближалась к убитым в моменты трагедий. Вы играете с огнем, гражданка Оболенская. Система никогда не прощает тех, кто берет правосудие в свои руки. Женщина медленно поднялась со стула, опираясь на свою деревянную трость, и очень грустно улыбнулась губами. Ваша система уже забрала у меня мужа, дом и всю прошлую жизнь. Мне больше совершенно нечего терять в этом мире. Она развернулась и тихо вышла из кабинета, оставив молодого сыщика наедине с его тяжелыми сомнениями и мыслями. Хрулев подошел к морозному окну и долго смотрел, как маленькая фигурка растворяется в густой петербургской метели. Он чувствовал себя абсолютно проигравшим в этой интеллектуальной дуэли с осколком давно разрушенной империи зла. На следующий день следователь принял трудное решение официально закрыть дело за полным отсутствием состава вины. Бумаги отправились в глубокий архив, где им предстояло пылиться долгие десятилетия под грифом строгой секретности. Начальство не хотело публичной огласки истории о том, как одна старуха перехитрила весь аппарат внутренних дел. Это могло стать крайне опасным прецедентом для других граждан, недовольных жестоким произволом советской власти. Оперативное наблюдение с коммунальной квартиры было снято, и жильцы окончательно поверили в наступивший покой. Елизавета Аркадьевна продолжала жить в своей крошечной комнате, строго соблюдая установленный ею тихий распорядок. Каждое раннее утро она заваривала себе слабый чай и подолгу смотрела на выцветшую фотографию покойного супруга. В ее душе не было абсолютно никакого раскаяния за совершенные поступки, только бесконечная и глубокая пустота. Она прекрасно понимала, что зло никогда не исчезнет полностью, но в рамках одной квартиры она смогла его убить. Однако спокойствие длилось недолго, потому что весной 1935 года в квартиру вселился новый управдом. Это был молодой и крайне энергичный партийный работник по фамилии Смирнов, присланный навести тут жесткий порядок. Он сразу же начал устанавливать свои строгие правила, заставляя людей участвовать в бессмысленных субботниках. Смирнов был абсолютно равнодушен к деньгам, но он искренне упивался своей маленькой и неограниченной властью. Он обожал публично унижать старую интеллигенцию, считая их бесполезным пережитком проклятого царского режима тут. Елизавета Аркадьевна вновь оказалась под пристальным вниманием человека, желающего сломать ее сильную гордость. Механизм смертельной игры, который она считала навсегда остановленным, вновь начал медленно раскручиваться внутри. Женщина достала из своего тайника старую записную книжку в кожаном переплете и начала составлять новый план мести. В этом мире оставалось еще слишком много грязи, которую следовало тщательно вычистить ради выживания нормальных. Никто не мог безнаказанно издеваться над слабыми людьми, пока в этой грязной квартире жила тихая вдова ученого.
Новый управдом Смирнов имел одну фатальную слабость, которая делала его невероятно уязвимым для скрытой атаки. Он страдал тяжелейшей формой астмы, которую постоянно пытался скрывать от своего высокого партийного начальства. Частые приступы жуткого удушья настигали его по ночам, заставляя судорожно глотать воздух в своей темной комнате. Елизавета Аркадьевна знала, что обычная домашняя пыль или резкие запахи могли легко спровоцировать сильный приступ. Она начала аккуратно собирать сухую горчицу и толченый перец, создавая смертельную и невидимую дыхательную смесь. Эта гремучая пыль должна была стать идеальным оружием против человека, чьи легкие и так работали на самом пределе. Тихая война в стенах мрачной коммунальной квартиры продолжалась, забирая новые жизни во имя жестокой справедливости. Холодный Ленинград скрывал в своих туманах еще много страшных тайн, о которых люди предпочитали говорить лишь шепотом. Новый управдом Смирнов оказался человеком совершенно иного склада, нежели его покойный предшественник. Он не брал взяток, не пил водку и искренне верил в построение светлого коммунистического будущего тут. Но его фанатичная преданность идее делала его даже более опасным врагом для всех обитателей квартиры. Этот молодой карьерист постоянно устраивал унизительные проверки санитарного состояния чужих комнат. Он заставлял пожилых людей часами стоять в холодном коридоре, отчитывая их за малейшую пылинку там. Елизавета Аркадьевна спокойно переносила все эти издевательства, тщательно продумывая план действий. Она знала, что у этого пышущего здоровьем партийного вожака есть одна страшная и постыдная слабость. Поздними ночами из его комнаты доносился характерный свистящий кашель, переходящий в жуткое удушье. Астма была серьезным препятствием для его дальнейшего продвижения по высокой номенклатурной лестнице. Именно поэтому Смирнов никогда не обращался в ведомственные поликлиники за квалифицированной помощью. Он спасался дешевыми травяными сборами и всегда носил на шее плотный шерстяной шарф темного цвета. Старая дворянка поняла, что этот неприметный предмет гардероба станет ее новым орудием правосудия. А вы когда-нибудь замечали, как люди сами цепляются за вещи, которые в итоге приносят им погибель? Напишите свои интересные наблюдения в комментариях под этим видео. Нам очень важен каждый ваш отзыв. Приготовление смертельной смеси заняло у пенсионерки несколько долгих и невероятно напряженных дней. Она аккуратно растирала в каменной ступке сухую горчицу, черный перец и едкую аптечную ромашку в пыль. Полученный порошок был настолько мелким и летучим, что мог часами висеть в застоявшемся воздухе дома. Оставалось лишь незаметно нанести этот дьявольский состав на ткань шарфа, ненавистного всем управдома. Смирнов всегда оставлял свое тяжелое пальто и этот самый шарф на общей вешалке в прихожей квартиры. Он был абсолютно уверен в своей полной неприкосновенности и даже не думал о возможной подлой диверсии. В один из промозглых апрельских вечеров строгий управдом собрался на важное и долгое собрание в райкоме. Елизавета Аркадьевна улучила удобный момент, когда на кухне громко закипел огромный медный самовар. Шум кипящей воды и густой пар надежно скрыли ее тихие шаги в полумраке длинного и грязного коридора. Она подошла к вешалке и щедро втерла свой смертоносный порошок в густую шерсть темно-синего шарфа. Все мельчайшие частицы жгучей смеси надежно спрятались между плотными нитями, ожидая своего часа тут. Через 10 минут Смирнов вышел из комнаты, громко чеканя шаг своими начищенными до блеска сапогами. Он привычно обмотал шею тем самым шарфом, накинул тяжелое пальто и уверенно шагнул в холодный подъезд. Резкий перепад температур всегда провоцировал у него легкое раздражение в больных и слабых легких. Мужчина сделал глубокий вдох ледяного воздуха, плотнее прижимая отравленную ткань к своему лицу там. Жгучая пыль моментально проникла в его дыхательные пути, вызывая мгновенный и сильнейший отек горла. Смирнов очень страшно захрипел,
схватившись руками за шею, и кубарем покатился вниз по крутой лестнице. Его лицо быстро посинело от острой нехватки кислорода, а из широко открытого рта пошла белая пена. Он пытался сорвать с себя этот проклятый шарф, но слабеющие пальцы уже совершенно не слушались его. Партийный карьерист задохнулся прямо на грязной лестничной клетке, так и не дойдя до важного собрания. В его выпученных глазах застыло то самое выражение крайнего удивления и абсолютного жуткого непонимания. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи лишь констатировала смерть от тяжелого приступа астмы. Врачи даже не стали проводить глубокое вскрытие, посчитав случай абсолютно типичным для такой болезни. Елизавета Аркадьевна наблюдала за выносом тела через чуть приоткрытую дверь своей маленькой каморки. Пятое убийство прошло так же гладко и незаметно, как и все ее предыдущие гениальные ликвидации врагов. Но старая дворянка совершила одну крошечную ошибку, которая в итоге привела к очень серьезным проблемам. В тот вечер на лестнице тайком курил соседский мальчишка Мишка, который видел падение злого управдома. Подросток заметил, как из упавшего шарфа поднялось небольшое облачко странной желтоватой пыли. Там испуганный школьник рассказал об этом странном факте своей матери, а та немедленно побежала в милицию. Следователь Хрулев, который только начал забывать эту проклятую квартиру, вновь взялся за старое дело. Он изъял вещи погибшего Смирнова из морга и отправил их на тщательную химическую экспертизу в лабораторию. Результаты анализов повергли молодого сыщика в настоящий шок, подтвердив все его самые худшие подозрения. В волокнах шерсти обнаружили высокую концентрацию жгучего перца, сухой горчицы и аптечной ромашки. Это было первое материальное доказательство того, что в коммуналке действует крайне хладнокровный убийца. Хрулев понял, что старушка снова обвела его вокруг пальца, используя гениальные и простые бытовые методы. Он немедленно выписал ордер на обыск комнаты Елизаветы Аркадьевны, взяв с собой наряд вооруженной охраны. Но когда милиционеры выбили хлипкую дверь каморки, они обнаружили абсолютно пустое и холодное помещение. Птичка выпорхнула из своей золотой клетки, оставив сыщикам лишь легкий запах старых французских духов. На старом письменном столе лежал аккуратно сложенный лист бумаги, придавленный тяжелым чугунным прессом. Следователь дрожащими руками развернул это послание, написанное красивым и ровным каллиграфическим почерком. В записке не было никаких извинений или раскаяния, лишь сухая констатация фактов проделанной ею работы. «Я лишь очистила свой дом от мусора, который отравлял жизнь нормальным людям», гласила эта короткая строчка. Хрулев приказал немедленно перекрыть все вокзалы и выезды из города, объявив беглянку во всесоюзный розыск. Сотни милиционеров прочесывали темные подворотни и чердаки огромного города, но старуха словно испарилась. Как вы считаете, смогла бы пожилая женщина выжить на нелегальном положении в суровых реалиях 30-х годов? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях, ведь эта история вызывает множество острых споров. Тут. Проходили месяцы, а дело о неуловимой ленинградской мстительнице обрастало все новыми и жуткими слухами там. Говорили, что она устроилась работать сиделкой в закрытый санаторий для высших чинов советской номенклатуры. Другие шептались, что дворянка перебралась в глухую сибирскую тайгу, где продолжила вершить свой строгий суд. Официальные органы тщательно скрывали любую информацию об этой беспрецедентной серии идеальных убийств врагов. Никто не хотел признавать, что государственная машина оказалась абсолютно бессильной перед женским интеллектом. Эта история доказывает одну очень важную истину. Самая страшная угроза всегда исходит от незаметных людей. Система может сломать тело человека, но она никогда не сможет уничтожить его холодный и расчетливый разум. Елизавета Аркадьевна навсегда вошла в криминальную историю как самый гениальный и неуловимый тихий палач. Она превратила советский быт в свое личное оружие, доказав, что для мести совершенно не нужны пистолеты.
Уважаемые зрители старшего поколения, мы искренне благодарим вас за просмотр этого захватывающего материала. Обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте свой щедрый лайк, чтобы не пропустить новые архивные тайны. Ваша поддержка помогает нам находить и публиковать самые засекреченные уголовные дела прошедшей суровой эпохи. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь бдительными и помните, что история всегда таит в себе много загадок.